Всем привет! С вами снова канал Чудачница. Сегодня я расскажу, как превратить самую простую сирень в необычное деревце в духе японского сада с красивыми изломами ствола. Для начала я посадила в одну лунку 3 двухлетних саженца и дала им укорениться и подрасти. Сразу же сплела стволы и вставила распорки, чтобы получить кривизну. Через 3 года стволы уже не были прямыми, но все же это было совсем не то, чего я хотела. И я поняла, что эффектные изломы формируют только обрезкой. Чтобы управлять формой куста, нужно знать, как он растет. На конце каждой ветки сирени всегда есть пара почек. Это почки бутонизации, из них вырастет 2 соцветия. Как только начнется цветение, трогается в рост следующая пара почек, расположенная ниже. Эти 2 побега всегда растут вверх и образуют вилку. Если ничего не предпринимать, куст ветвится и при этом вытягивается вверх. Для красивого излома важно заставить сирень расти не вверх, а в стороны. Побеги, образующие вилку, для этого непригодны. Гораздо интереснее те, что появляются ниже, их мало и они короче. Чтобы заставить их расти, нужно устранить конкурентов. Со своей сиренью я поступаю так. Год даю цвести, на следующую весну делаю формирующую обрезку. Итак, вот куст сирени, который я уже формировала. Процесс еще не закончен, но результат уже виден. Лишайник на коре – признак хорошей экологии, я с ним пока не борюсь. Когда ствол окрепнет, буду белить, причем до самой кроны. Я отвлеклась. Приступим к обрезке. Отрезаю все вилки и оставляю одну боковую ветку, которая может дать красивый излом. Все остальное удаляю. Вот эта веточка растет интересно. Это будет расти наружу и вверх, а это вбок. Хаотично, но выразительно. Как раз то, что мне нужно. Продолжу в том же духе обрезку остальных ветвей. Вообще-то срезать приросты следует короче на 5 мм от разветвления, но одной рукой мне делать это неудобно, боюсь отрезать лишнее. Пусть подсохнут, потом пеньки укорочу. Вот, теперь все готово. Этот куст буду формировать еще несколько раз, а потом займусь кроной. Взрослую сирень можно стричь после цветения на 2/3 прошлогоднего прироста. На следующий год цветов будет еще больше, так что смело режьте ветки на букеты и не ставьте их в спальне. Формирование этого куста пока не закончено. Буду делать крону, сниму еще один ролик.
Сад мой молодой, есть развернуться творческому человеку. Впереди много дел и интересных идей. Так что, если не хотите что-то пропустить, ставьте отметку «Нравится» и подписывайтесь на мой канал.